Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Отлично. И когда я был маленьким, когда я учился в школе, когда я был школьником, то все школьники осенью во время начала учебного года писали сочинение, да, или эссе. Но мы называем это сочинение в школе, сочинение. На тему «Как я провел лето». Так вот, в Буэнос-Айресе, где я сейчас нахожусь, наступает осень. Наступает осень. И, к счастью, мне не нужно идти в школу. Я ненавидел школу. А вы любили школу? Напишите в комментариях. Я ненавидел школу. Школа отстой, по моему мнению, была. Но у каждого свой опыт. У каждого свой опыт. Так вот. И я решил записать такое сочинение для вас, друзья. Я решил рассказать о том, как я провел это лето. Не совсем лето, но часть лета. Я хочу рассказать про мою недавнюю поездку в Патагонию, в аргентинскую Патагонию. И я в этом видео буду говорить медленнее, чем мы обычно говорим, более понятно, чтобы вы, друзья, смогли потренироваться, попрактиковать аудирование, понять лучше историю, выучить новые слова и, самое главное, услышать вопросы, потому что я буду задавать себе вопросы и отвечать на них. Давайте приготовим еще немножко мате. Вы можете тоже взять мате, чай, кофе или что-то другое, что вы пьете. И давайте начинать. Я рекомендую вам включить субтитры. Есть субтитры для этого видео. И если вы хотите транскрипции и дополнительные материалы для моих видео и для подкастов, то присоединяйтесь к membership программе. Вся информация внизу. Давайте начинать. Идеально. Итак, как я провел лето у бабушки в Патагонии? Как я провел лето в Патагонии? Да, я ездил в Патагонию. Макс, ты ездил в Патагонию один? Макс, ты один ездил в Патагонию? Нет, я ездил в Патагонию не один. Я ездил в Патагонию с семьей. С женой Юлей и с дочкой Сабриной. Мы вместе ездили в Патагонию. Мы всей семьей ездили в Патагонию. Я ездил туда не один. Сколько длилась поездка в Патагонию, Макс? Сколько длилась твоя или ваша поездка в Патагонию? Как долго вы были в Патагонии? Или как долго длилась поездка? Как долго длилась поездка в Патагонию? Поездка в Патагонию длилась около 10 дней. Мы примерно на 10 дней ездили в Патагонию. Вся поездка была примерно 10 дней. Куда именно вы ездили, Макс? Или куда конкретно вы ездили, Макс? Вы семья, да, семья. Или ты, Макс.
Куда конкретно вы ездили, Макс? Куда именно вы ездили? Мы ездили в городок, ну, или я бы сказал, в поселок, который называется Бальсон. По-испански Эль Больсон. Эль Больсон. Мы ездили туда. Бальсон — это маленький поселок, который находится в долине вокруг гор. То есть с одной и с другой стороны горы, долина, где течет река Асуль, то есть голубая река. И вот в этой долине находится или располагается очень красивый поселок под названием Бальсон. Сам поселок очень небольшой, он небольшой. У него очень красивый центр. Там находятся разные кафе, рестораны, есть пруд в центре, и также в центре находятся разные интересные скульптуры, деревянные скульптуры. Еще в этом городке, в этом поселке по выходным проходит большая ярмарка. Большая ярмарка, где разные торговцы, разные люди продают свои товары. Макс, а чем знаменит Бальсон? Чем знаменит Бальсон? Бальсон знаменит, во-первых, природой. Он находится в горах, он находится в Андах. В горах. И, конечно, он знаменит своими природными достопримечательностями. Своими природными достопримечательностями. Там красиво. Там реально красиво. Но, помимо этого, Бальсон знаменит как место, где десятки лет назад жили хиппи. Ну, вернее, там были коммуны хиппи. Ну, и сейчас, наверное, тоже хиппи там живут. Я видел там людей, таких хиповатых, похожих на хиппи. И еще в Бальсоне очень вкусное местное пиво. Дело в том, что в Бальсоне много малины и ежевики. Много малины и ежевики. Вот здесь будут фотографии малины и ежевики. Это такие ягоды. И в Бальсоне из них, больше из малины, делают пиво. Да, представляете, малиновое пиво. Оно очень-очень вкусное. И, наверное, очень полезное. Малина же полезная, правда? Значит, малиновое пиво тоже полезное. Ну, не знаю, окей. Вот этими вещами знаменит Бальсон. Макс, чем вы занимались в Бальсоне? Что вы делали в Бальсоне? Чем вы занимались в Бальсоне? Что вы делали в Бальсоне? Ну, во-первых, мы поднимались на вершину горы. Мы делали восхождение на вершину горы, на пик. На пик. Мы поднимались на пик. Мы восходили на пик. Еще я 2 раза сплавлялся по реке на Покрафте. Да, 2 раза. У меня уже было видео из Патагонии, здесь будет наверху ссылка, где я делал длинный влог, 2 влога о том, как я сплавлялся на Покрафте по Патагонии. Такой был было экстремальное путешествие. Вот. И в этот раз я тоже 2 раза сплавлялся по реке Асуль, кстати. Еще мы катались на Покрафте по озеру. Я, Юля и даже Сабрина, но, правда, не по озеру, а по небольшой луже рядом с озером, чтобы все было безопасно. И еще мы гуляли по лесу вдоль реки Асуль.
да, вдоль реки Асуль. Макс, расскажи, как прошел ваш подъем в гору. Расскажи, как вы поднимались в гору. Вот там находится убежище, и за него мы шли вот так, и вот добрались до того пика. Офигенно был сложный маршрут, потому что вот там, по той стороне, внутренней, ты идешь часа 3. Вот такой вот маршрут. Честно говоря, подъем прошел тяжело. Подъем реально прошел тяжело. Мы сначала поднялись на машине, да, мы приехали на парковку, и это была высота 1100 метров. И потом мы поднимались на высоту 2200 метров. Место называется, пик называется Пилкитрон, если я не ошибаюсь, Пилкитрон, вот здесь будет название. То есть где-то 1100 метров мы поднимались, но подъем был очень крутой. Да, вот такой. То есть вот так, очень крутой, может быть, даже такой. Очень крутой подъем. И реально было идти тяжело. Плюс была Сабрина в эрго-рюкзаке, то есть еще плюс 11 килограмм, и еще был рюкзак, да, то есть, ну, реально было тяжело подниматься, очень крутой подъем, примерно 14 километров туда и обратно, то есть 7 километров туда, 7 километров обратно, всего 14 километров, и мы прошли это расстояние за 7 часов. Ну, реально это было тяжело. Наверное, это был мой самый сложный подъем или один из самых сложных подъемов в жизни, одно из самых сложных восхождений в моей жизни. Ох, очень-очень тяжело. Вот мы и на самом верху. Это просто дичь. Просто наверху скалы, на маленьком кусочке. Это просто невероятно, черт побери. Просто невероятно. Вот это наш путь домой. Вот так, вот так, вот так. И вот так. И, в общем, вот сюда. Вот такой вот маршрут. Обалдеть. Макс, а как прошел сплав по реке? Как прошел сплав по реке? У-ху-ху! Сплав по реке прошел отлично, великолепно, превосходно. Превосходно. Он прошел превосходно. У меня уже были видео, где я сплавлялся по другой реке, более глубокой, более быстрой, более сложной. Но эта река, река Асуль, была не такая глубокая, она была достаточно мелкая, она была не такая быстрая, и я получил, честно говоря, больше удовольствия и меньше стресса. Там были сложные моменты, были пороги, да, на реке, были камни, но это не было опасно, это просто было интересно. Реально было интересно плыть. И пейзажи вокруг были просто потрясающие. Они были сногсшибательные. Я плыл и просто не знаю, весь сплав я находился в каком-то
ощущении момента, в каком-то единстве с природой, с моментом, не знаю, это было просто потрясающе. Сложно описать эти эмоции, но это был просто невероятный опыт в потрясающе красивом месте. Макс, ты еще сказал, что вы катались на Покрафте по озеру. Расскажи, как это было? Как это было? Hola chicos. Hola, ¿cómo estás? Ну, мне, честно говоря, больше понравился сплав по реке. Потому что это было интереснее, такой чуть-чуть адреналина. И это был маршрут, нужно было принимать решение, где повернуть, как пройти порог и так далее. То есть это было интереснее. Но на озере другая динамика. Ты спокойно плывешь, наслаждаешься видами гор, наслаждаешься прозрачной голубой водой. То есть, ну, это немножко другое, но тоже было очень круто. Юле, например, очень понравилось катание на Покрафте по озеру. Ей катание очень-очень понравилось. Она сказала: Макс, то, что ты купил Покрафт, это было одним из лучших решений 2023 года. Да, это было одно из лучших решений, по мнению Юли. Ну и я с этим абсолютно согласен. Круто. Меньше эмоций, это другой тип, не знаю, активности, но тем не менее все равно покатушки, как мы говорим, покатушки или катание на озере, или покатушки на озере мне тоже понравились. Покатушки были прикольные. Макс, ты еще что-то говорил про лес. Вы гуляли по лесу, да? Как прошла прогулка по лесу ваша? Прогулка, как и все, прошла великолепно, превосходно и кайфово. Ну, нет, кайфово — это немножко другое. Скорее, она прошла более спокойно, менее эмоционально, но очень расслабляюще. Потому что природа, лес, пение птиц, журчание реки Асуль, да, очень расслабляюще, очень успокаивающе. Это было очень успокаивающе, очень расслабляюще. Мне кажется, это было очень хорошо для нервной системы. Да, леса в Патагонии офигенные. В Патагонии гигантские деревья, просто гигантские деревья. Таких деревьев я нигде не видел. Они очень-очень высокие. Ну и река Асуль, она реально голубая. Асуль — это голубой по-испански, и река реально голубая. Это просто невероятно. И самое крутое, что Сабрине, моей дочке, безумно понравилось гулять по лесу. Представляете, для маленького ребенка лес — это целый мир,
где есть миллион вещей, миллион игрушек, с которыми хочется повзаимодействовать, с которыми хочется поиграть, все хочется потрогать, все хочется попробовать на вкус. То есть для нее это было просто вау, что-то невообразимое. Она была очень рада просто гулять по траве, ходить по тропинкам, брать палки, брать камни. Вообще, лес и природа для маленьких детей, по моему мнению, это самая подходящая среда. Природа, лес – это самая подходящая среда для детей. Потому что там нет таких опасностей, как в городе, и ребенок может спокойно ходить, брать все, есть все, потому что, там, очевидно, меньше вирусов, и ты спокойнее гораздо. Вот. Поэтому, да, мы все получили кайф, мы все очень хорошо провели время в Патагонии, очень хорошо отдохнули. Если хотите посмотреть больше видео из Патагонии, то посмотрите мои влоги, где я сплавлялся на байдарке. Ну, а на сегодня у меня все, друзья. Посмотрите это видео еще раз с субтитрами, если необходимо, и напишите мне, а как прошло ваше лето, если оно прошло, или как прошла ваша зима, если вы в северном полушарии. До встречи в следующем видео. Пока. Блин, офигенно. Пить мате, пока снимаешь видео, это просто круто. Надо всегда пить мате, когда снимаешь видео. Это прям вообще просто лучший напиток. Лучший напиток. Просто офигенно. Класс.